Привет, зритель! Ты на канале Red Hyena. Меня зовут Алла, и это бонусное видео. В этом видео я рассмотрю фигурки ключевых персонажей из предыдущего видео, которое ты можешь посмотреть по подсказке или перейдя в описание. Фигурка номер 2. Шева BSAA. Полное имя Шева Аламар. Согласно отчету 090226 с удаленного рабочего стола BSAA, с Крисом отправиться на эту миссию должна была некая мисс Сузуки. Однако в последний момент руководство западноафриканского филиала решило, что напарником Криса должен стать кто-то из местных. После долгих обсуждений была выдвинута и одобрена кандидатура юной Шевы Аламар. Шева была рекомендована и выбрана на эту миссию не за красивые глазки. Вот что пишет все тот же аналитик из BSAA об этом. Решение Криса Редфилда участвовать в операции потребовало выбрать для него партнера. Когда SOA участвует в операции, пара из ячейки из 2 человек является базовой. Небольшое отступление, дабы пояснить, кто такие SOA. Это агент специальных операций. Проще говоря, полевой сотрудник, заточенный под незаметное проникновение в целевые зоны для сбора нужной информации. Этакие шпионы от BSAA. В их число входили Джилл Валентайн, на момент событий Resident Evil 5, числилась мертвой уже как 3 года. Крис Редфилд, на момент событий Resident Evil 6, был повышен до капитана и переведен в SOU. Паркер Лучани, судьба неизвестна. Джессика Шерават, судьба неизвестна. И, конечно же, Шева Аламар, чья судьба после событий Resident Evil 5 также остается неизвестной и по сей день. Для мистера Редфилда из филиала Северной Америки это будет операция на незнакомой земле, так что Амади согласилась с тем, что было бы лучше выбрать SOA из западноафриканского филиала. Кстати, мисс Сузуки хотела поучаствовать, но ей все еще не хватает опыта. В результате обсуждения был выбран партнер SOA из западноафриканского филиала Шева Аламар. Ко мне на руки попало ее личное дело по не относящимся к делу обстоятельствам. Несмотря на то, что ей всего 23 года, она очень способна как SOA. Если это будет она, то недостатков в партнерстве для мистера Редфилда не будет. Но что меня беспокоит, так это ее карьера. Положение о раскрытии информации слишком сурово для члена SOA. Это всего лишь слух. Но я также слышал, что у нее есть личная связь с одним из постоянных членов Комитета по оценке биотерроризма. Есть ли тут связь? Известно также, что Шеве в юные годы пришлось пройти через большие потрясения. Но благодаря невероятной удаче ей удалось вырваться, за что Шева благодарит и по сей день того француза из Америки, который помог ей вырваться из киджуджуйского кошмара. Доброго пути, милое дитя! Фигурка номер 3. Джош Стоун. Капитан Джош Стоун, если быть точнее. Все, что мы узнаем о Джоше, так это то, что он что-то нам не договаривает. Дальше по сюжету мотивы Джоша нам никто не раскроет. Будет возникать лишь больше вопросов к его подозрительному поведению. Что Джош скрывает? Как он связан с Рикардо и Экселой? Откуда у него эта флешка? Этой информации не было на харде, который Дечент передал Крису. Зачем Джош привел каждого из членов своего отряда к смерти? Что он знает про связь Дечента с Уроборосом? Имел ли место заговор? Был ли у Джоша выбор? Ни на один из этих вопросов, которые поднимаются в игре, нам по сюжету не отвечают, оставляя все это в тайне. Обратимся к Archives, чтобы узнать о прошлом Джоша Стоуна. Может, это сможет пролить немного света на сложившуюся ситуацию в игре? Солдат-ветеран и член западноафриканского отделения BSAA. Джош возглавил команду Дельта, которой было поручено захватить Ирвина.
Его умение глубоко сострадать другим принесло ему доверие людей, служащих ему. Шева также тренировалась под его руководством, когда впервые попала в BSA. Хоть он и придает большое значение протоколу, Джош обладает гибкостью и рассудительностью, чтобы быстро приспосабливаться к изменению обстоятельств. Дальше я читать не стала, так как там уже идут выдумки самого Джоша, его неправдоподобные оправдания о странных событиях в игре. Никаких ответов, только какие-то расплывчатые формулировки, которые мы уже слышали от самого Джоша, сказанные крайне неуверенным тоном, или откровенная ложь. Например, то, что его якобы похитили с поля боя и бросили на заводе Ирвина где-то в углу, чисто как пранк. Конечно, Ирвин любитель пранков, но выдумки о том, что Джош внезапно уснул посреди боя и его унесли Маджини прямо из-под носа у его товарищей, звучат слишком неправдоподобно. Особенно зная, что Джош пересек Диппию в направлении завода Ирвина с 2 членами своего отряда, которые не выжили по пути. Ну, кто в это поверит? Да, действительно, выдержка из Archives немного пролила свет на происходящее. Очевидно, что для такого гибкого человека с большим сердцем, как у Джоша, неважно, нарушаешь ты закон или нет, насколько ты хороший или плохой человек по меркам общественности. Джош не осуждает. Джош понимает, у всех свои демоны. Для Джоша важна справедливость и спасение человеческих жизней. Возможно, у Джоша и правда не было выбора относительно его отряда. Спасибо, Джош. Фигурка номер 11. Кирк Мэттисон. Без лишних предисловий сразу же обратимся к Archives. Пилот-стажер BSA. Ранее Кирк не имел опыта в военном деле. Он использовал свой вертолет для поддержки Криса и Шевы с воздуха. Но в конце концов был сбит Кипипео. Кто додумался отправить стажера на задание по поимке всемирно разыскиваемого бандита, который вот таких Кирков ест на завтраки? Кому хватило ума направить на такое сложное задание стажера? Ладно, Шева. Она на учениях во время своей недолгой службы, около 2 лет, прекрасно себя проявила. Они отклонили кандидатуру мисс Сузуки из-за нехватки у той достаточного опыта. А Кирк-стажер полетит на задание. Превосходная идея! Даже некомпетентное руководство BSA понимало, насколько Ирвин важен и опасен. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irvin is your top priority. Кто тот гений, что направил Кирка на это задание? This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Ну, приятель, не надо в нас целиться. Фигурка номер 29. Маджини с бензопилой. В оригинале Chainsaw Маджини. В игре о нем ничего не говорится, файлов о нем нет, даже во всеведущем Archives. Все, что о нем там написано, это описание его внешности. Пусто, никакой информации, никакого хотя бы минимального бэкграунда. Просто пустая оболочка, чтобы веселить нас. Чтобы ты, зритель, сильно не расстраивался, вот тебе красивая картинка из Archives. А теперь полюбуйтесь на эту фигурку. Только взгляните на этого ненормального. Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже хотел бы сказать Джошу спасибо. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Спасибо за просмотр и веселого прохождения!